Всем добрый день, с вами Татьяна. Поздравляю всех с новым 2026 годом наступившим. И у меня сейчас первое видео в этом году. Будем вязать вот таких вот белых медведей. Вот такая вот моделька. Мысок связан тунисским крючком, тунисским вязанием. Остальное все вязала спицами. Это у меня пара на размер 38-39. По размерам в процессе вязания буду все говорить. Вязать сегодня я буду на размер 36-37. Небольшой вот такой размер. Значит, сейчас сразу в процессе вязания отвязанных деталей в сантиметрах измеряла. Ну, вот сейчас весь следок у меня от начала до конца 23 сантиметра в длину и в ширину. Вот по мысу померяем почти 10. 9,5. Но здесь мысок у нас расширяется, поэтому меньше. Для вязания у меня крючок номер 2,5 и спицы также номер 2,5. На размер 38, 39, 40 мыс будем вязать крючком номер 3, сразу скажу. И спицы также можно взять номер 3. Опять же, зависит от пряжи и от ширины ноги. Пряжа какая пряжа? Так, основной цвет это что у меня осталось с мотка. Белый и немножко черного. Это у меня турецкий акрил, 100 граммах, 240 метров. Вязать можно будет любой пряжей. Я свой метраж называю, свои расчеты. Так, ну что, перехожу сразу к вязанию. Схема несложная, простая, думаю, свяжет даже новичок ее. Подобрала такую вот простенькую схемку. Схему сейчас оригинал медведя этого я выведу на экран. Также схему можно будет взять фотографии и схемы. У меня сообщество на канале. Там я размещаю фотографии и схемы. Или же поставить видео на паузу и сделать скриншот. Можно, конечно, вперед сразу будут вопросы провязать спицами. Можно провязать лицевой гладью и вот этот вот нос и глаза просто потом крестиком вышить. Можно провязать платочной вязкой. Предыдущее видео у меня есть, как я вязала каждый ряд платочной вязкой. Ну вот, я тунисским вязанием сделала. А там уже вы как хотите. Так, переходим к вязанию. Вязание начинаем с мыска черным цветом. Сейчас я наберу петли и провяжу 5 рядов, потом перейду к узору. Значит, крючок номер 2,5, я набираю 13 петель. Воздушные петельки набираем. Черный цвет будет немножко проблематично видно, но когда перейду на светлый цвет, там уже будет все хорошо видно. Набираем 13 петель. Набрали. Теперь все 13 петель провязываем. Ввожу крючок в звено, вытаскиваю ниточку, провязали, ввели, провязали. И так до конца. Так, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. И вот она последняя. Последнее звено ввела, 13-ю провязала. Теперь возвращаемся обратно. Это у нас первый ряд. Захватила нить и по 2 петли вместе. Я вот так вяжу. Захватили и по 2 вместе провязали. Идем в начало ряда. Со следующего ряда я буду делать прибавки. В начале и в конце ряда будем прибавлять по одной петле, расширять мыс. Пришли в начало ряда. Так, первая на спице, следующую провязала. Нифига не видно. Теперь можно прибавку делать накидом или же между петлями. Вот с промежуточной петли перемычка. Подняли петельку, прибавили одну. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10, 11, 12. Осталось 2 петли на спице, вот не на спице, вот здесь в конце. 12, 13 мы набрасываем или же поднимаем. Предпоследняя 14 провязали. И последняя, получается 15 у нас кромочная. Добавили 2 петли, получилось 15 петель. Здесь в конце поднимаю по 2 дужки, ввожу крючок, здесь не видно. Но вот в предыдущих видео можно посмотреть. Ну и далее сейчас буду я вязать на светлом фоне. Будет более понятно. Теперь возвращаемся обратно, провязываем эти 15 петель. И следующий ряд делаем все то же самое. Расширяем мысок. Провяжу 5 рядов, будет 21 петля. К вам вернусь и перейдем к узору. Провязала я 5 рядов. Смотрите, 1, 2, 3, 4, 5. На спицах у меня 21 петля. Сейчас следующий ряд я буду вязать без прибавки. Перехожу к узору. Подсоединила синий цвет. Сразу вот последнюю петлю провяжу синим. Первый ряд узора. 8 петель провязываем основным цветом. Считаю вместе с кромочной. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Провязали. Далее белый цвет. И оставшиеся петли до конца ряда провязываем белым. Один, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, предпоследняя 12 и 13 у нас кромочная. Одну дужку захватила и вторую дужку захватила, вытащила петлю, захватываю нить и по 2 возвращаюсь обратно в начало ряда. Провязываем 13 петель белым и потом 8 петель провязываем основным цветом. Идем в начало. Так, нити здесь перекрестили, вот так вот подняли синий цвет. И довязываем ряд до конца синим. Пришли в начало ряда. Второй ряд узора провяжем точно так же, только сделаю по последней прибавке. Всего у меня будет 23 петли. При необходимости можно добавить еще пару петель, сделать 25. У меня будет 23. Первая на спице, вторую провязала. Одну добавляю последнюю прибавку. Почему я здесь сделала через ряд? Чтобы этот мыс не был сильно острые углы, немножко его закруглить. Вот поэтому я последние 1-2 ряда прибавки делаю через ряд. Так, теперь далее вяжем все по узору. Каждый цвет над своим цветом. Провязываю синим цветом. Далее провязываю все белым цветом. И в конце делаю одну прибавку. Так, синим провязали. Теперь далее белый цвет. Нити перебросили. Довязываем белым до конца. Пришла в конец ряда. Осталось у меня 2 петли. Я делаю последнюю прибавку. Все, закончила на этом прибавки делать. Предпоследнюю провязала, кромочную провязываю. Всего у меня 23 петли. При необходимости можно еще добавить пару петель. Захватила нить, по 2 петли возвращаюсь в начало ряда. Это у нас второй ряд узора. Провязываем белым и далее перебрасываем нити и оставшиеся основным цветом петли провязываем синим цветом. Так, иду в начало ряда. Я далее в процессе вязания обратные ряды показывать не буду. Каждый цвет вяжется над своим цветом. Вот нити перебросили, все. Здесь цветов
можно сказать, вот два цвета основных только, белый и синий, а там глазки и на ушах немножко. Так, все, пришли в начало ряда. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. И здесь 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 белых и 9 основным цветом. 23 петли. Продолжаю вязание. Третий ряд. Значит, теперь что мы делаем? Здесь в боковой части у нас будут идти сейчас снежинки. В любом порядке их можно будет вывязывать. Первая на спице, далее вместе с кромочной 5 петель провяжу. 1, 2, 3, 4, 5. Теперь я подвяжу здесь еще одну ниточку белую, чтобы снежинки редко будут, чтобы не делать потом вот тут вот протяжку длинную, поэтому я вот отдельно подвязала. 5 основным цветом, 1 петля белым, поднимаем синий цвет, осталось 3 петли, провязываем синим основным, 1, 2, 3. Так, и остальные все петли до конца ряда провязываем белым цветом, довязываем ряд до конца белым. Так, здесь не теряем вот добавленные петли, накиды, не пропускаем их. Я и то могу иногда пропустить. Поэтому время от времени можно даже пересчитать петли, чтобы потом кверху не оказалось, что у вас на одну петлю меньше полотно. Довязали ряд до конца, опять захватили нить и возвращаемся обратно. По 2 петли идем в начало ряда, провязываем белым, синим, каждый цвет над своим цветом. Это у нас третий ряд. Идем в начало ряда. Третий ряд, вернулись в начало, провязали. Далее четвертый ряд узора. Здесь без изменений. Вот эти вот петли все 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 провязываем синим цветом. И оставшиеся петли до конца провязываем белым цветом. И возвращаемся в начало. Значит, четвертый ряд. Здесь у нас ничего нет. Провязываем 9 петель синим цветом. Вот эту вот нить можно перебрасывать вот так вот, чтобы потом не протягивать. Так, синим провязали. Далее, что у нас белый цвет. Довязываем белым цветом до конца все петли. И идем в начало ряда, заканчиваем четвертый ряд. Пятый ряд узора. Первые 7 петель вместе с кромочной провязываем основным цветом. Первая на спице считаем 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Провязали. 1 белым. Провязали 1 белым. 1 основным цветом. Далее оставшиеся все петли до конца ряда провязываем белым цветом. Это у нас пятый ряд. Довязываем белым цветом до конца. И возвращаемся в начало ряда, провязываем все по узору. Пришли в конец ряда. Это пятый ряд, еще раз повторю. Все, провязали. Захватили нить, провязываем белым. И оставшиеся петли, вот 1 белая, остальные синим. Нити поменяли, провязали. Обратно идем мы. 1 у нас тут синим, опять нити перебросили. Одна белым, опять нити перебросили. И довязываем ряд до конца. Это у нас пятый ряд, еще раз скажу. Идем в начало ряда. Провязали. Следующий шестой ряд узора у нас. Первые 2 петли вместе с кромочной считаю основным цветом. Первая на спице, вторую провязала.
1 петля белым. Провязали. Далее 6 петель получается у нас 1, 2, 3, 4, 5, 6. Провязываем основным цветом. 1, 2. Вот здесь получилась большая протяжка. Я вот, смотрите, крючок ввела, под ниточкой провязала, а следующая у меня ниточка идет сверху. И получилось, что эту протяжку перекрыла. 6 петель провязываем основным цветом. 4, 5, 6. Провязали. Далее, что у нас здесь? 7 петель белым. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1 петля черным. И оставшиеся петли до конца ряда провязываем белым цветом. 1, 2, 3, 4, 5 и 6-я последняя. Провязали. Все, возвращаемся в начало ряда. Вяжем каждый цвет над своим цветом. Заканчиваем 6-й ряд. Белым провязали, далее ниточку перебросила, подняла черный цвет. 1 петля черным у нас провязали. Опять нить перебросили, подняли белый цвет. И так далее. Довязываем ряд до конца, идем в начало ряда. Так, пришли в начало ряда, 7-й ряд узора. Первые 9 петель провязываем синим цветом основным, без изменений. Вяжем 1, 2, 3, 4. Так, 9 петель провязали. Далее 7 петель белым. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Провязали белым, 1 черным. И оставшиеся петли до конца ряда довязываем белым цветом. И возвращаемся в начало ряда. Это у нас 7-й ряд. Довязываем ряд до конца белым. 1, 2, 3, 4, 5 и 6. Довязали. Все, возвращаемся обратно. Здесь хвостик подтянуть. Ой. Пришли в начало ряда. Далее у нас 8-й ряд узора. Первые 9 петель провязываем основным цветом. Первая на спице. Вяжем 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Провязали. Так, белым цветом провязываем 1, 2, 3, 4, 5. 5 петель белым. 1, 2, 3, 4, 5. 3 петли черным. 1, 2, 3. Провязали. И оставшиеся петли до конца ряда довязываем белым цветом. Это у нас 8-й ряд узора. Довязываем до конца и возвращаемся в начало ряда. По узору каждый цвет провязываем над своим цветом. Вяжем.
Пришли в начало ряда, 9 ряд узора, первая на спице, 7 петель провязываем основным цветом. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 провязали. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 петель провязали. Далее белый цвет. Провязываем 8 петель белым. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 провязали. 3 петли черным. 1, 2, 3. И оставшиеся петли до конца ряда провязываем белым цветом. 1, 2, 3, 4, 5. Пятая, последняя кромочная. Провязали. Это у нас какой? 9 ряд, да? 9 ряд закончили. Возвращаемся обратно. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Пересчитала. Все, захватили нить. Идем в начало ряда. Пришли в начало ряда, 10 ряд узора. Здесь нам понадобится вот серый цвет. Отрезали небольшую нитку на 3 петли. Это ухо сейчас будем вязать. Первые 5 петель провязываем основным цветом. 1, 2, 3, 4, 5 провязала. 1 белым. 1 синим основным. 1 белым. Далее 2 петли серым. 3 петли белым. 1 черным. Далее вяжем до конца ряда все белым цветом. Довязали ряд до конца, кромочную провязали, захватили нить и возвращаемся в начало ряда, заканчиваем 10 ряд. Пришли в начало ряда, 11 ряд узора. Первые 7 петель провязываем основным синим цветом. Первая на спице, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая и 7 провязали. Далее 1 белым. 1 серым. 1 белым. 1 петля основным цветом. 5 петель белым. 1, 2, 3, 4, 5 провязали. 1 черным.
4 петли белым цветом. 1, 2, 3, 4. Остается здесь 2 петли. Можно эту нить 1,2 метра отрезать, размотать клубочек, если вначале вот забыли сделать, как это я забываю постоянно. Теперь подвязываю основной цвет и последние 2 петли я провязываю основным цветом. Предпоследняя и кромочная. Провязали. Все. Это у нас 11 ряд. Вот что у нас уже вырисовывается. Возвращаемся в начало ряда. Провязала. Нити перебрасываем. Провязываем белым. Теперь что у нас дальше идет по узору, по рисунку? 4 белым провязали, перебросили, черный подняли, черным провязали. Теперь опять нити перебросили, подняли белый, провязали белым. И так до конца ряда. Перебросили, подняли основной цвет, провязали. Далее 1 петля белым, провязали. 1 серым. Идем в начало ряда. Пришли в начало ряда, 12 ряд узора. Первые 7 петель основным цветом провязываем синим. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 петель провязали. Далее 2 петли белым. Провязали. 3 петли основным цветом. Далее белый цвет. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 петель белым цветом провязываем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. И оставшиеся петли до конца ряда провязываем основным цветом. Черный цвет можно обрезать, чтобы он нам не мешал. Так, 3 петли осталось у меня. Основным цветом довязываю. 1, 2, 3. Это у нас какой? 12 ряд. 12. Так, довязали ряд до конца. По узору возвращаемся в начало ряда. Вот. Пришли в начало ряда. Следующий у нас будет 13 ряд узора. Опять здесь нужен будет серый цвет. Вяжем 13 ряд. Первые 2 петли вместе с кромочной основным цветом. Далее 1 петля белым провязываем. Провязали. Далее вяжем основным цветом обратно. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 петель. 10 петель основным цветом провязали. Далее 4 петли белым. Белым. Где здесь белый? Вот остался у меня далеко белый. Ну ладно, протяну. 1, 2, 3, 4. Провязали 4. Далее 2 петли серым. Провязываем серым цветом 2 петли. 1, 2. Провязали. И оставшиеся петли до конца ряда 1, 2, 3, 4 я провязываю основным синим цветом. 1, 2, 3, 4. Все, ряд закончили. Возвращаемся в начало ряда. Это у нас 13 ряд. Идем в начало ряда. Пришли в начало ряда. 14 ряд узора. Первые 9 петель провязываем основным цветом. 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9 провязали. Одна белым. Так, это 14 ряд. Одна белым, снежинка у нас одна. Так, вот белый цвет можно отсюда протянуть. Одну белым провязали. Далее 7 петель провязываем основным цветом. 1, 2, 3. Белый перебрасываем. 4, 5, 6, 7 провязали. Одна белым. Ах, нитка у меня запуталась. Одна серым и одна белым. И осталось у нас 3 петли. Провязываем их основным цветом. Это у нас был 14 ряд. Довязываем до конца и возвращаемся в начало ряда. Сейчас ухо довяжем в следующем ряду, и все, медведь будет закончен. Захватили нить, возвращаемся в начало ряда. Пришли в начало ряда, значит, у нас 15 ряд узора. Сейчас 12 петель провязываем основным цветом. Далее у нас идет одна белая, 4 петли основным цветом и закончим ухо. И все. И далее уже будем просто вязать основным цветом и снежинки. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 провязала. Так, одна белым. Провязала одна белым. Далее 4 провязываю синим цветом основным, 4 петли. 1, 2, 3, 4. 3, 4 провязала. И 3 петли белым. Провязали. Оставшиеся 3 петли довязываем основным цветом. Все, медведя мы закончили. Возвращаемся в начало ряда. Захватили нить. Это у нас 15 ряд. Вяжем. Вернулись в начало ряда. Все, на этом закончено. Далее у нас что идет? 16 ряд. Я вяжу все основным цветом, буду вязать. И вот редко в разных местах по одной петле белым цветом буду провязывать вот такие снежинки. Это уже по вашему желанию. Где хотите, там их и расставляйте. Можно вообще одним цветом провязать. Значит, вместе от начала полностью высоту у меня будет 26 рядов. Значит, 5 у меня было в начале, вот черным цветом я провязала. И 21 ряд вот этого вот узора, будем говорить тогда полностью. 21 и 5, 26. Достаточно, ну, большой, если размер, там можно 27-28 провязать. Значит, сейчас заканчиваю вязать мысок, и вы вместе со мной самостоятельно теперь уже, думаю, можем закончить. Вот, редко побросали. Далее здесь у нас белый цвет снежинки есть. Значит, довязываем просто все основным цветом провязываем. Или же, смотрите, вот по схеме, которую я вывела на экран. Все, провязываем основным цветом, довязываем снежинки. Провяжу сейчас 26 рядов, закрою петли, начну вязать сразу же второй мысок в зеркальном отражении. К вам вернусь, немножечко покажу, как в обратную сторону он вяжется. Здесь все очень просто, схема для детей, могу сказать, схема такая вот. Так, довязали до конца, возвращаемся в начало ряда и все, вяжем основным синим цветом и провязываем снежинки, снег, вот так вот. Так, довязываем мысок, встретимся. Закончила вязать мысок, сейчас перехожу ко второму. Значит, в конце закрываю петли.
26 рядов у меня в высоту и 23 петли в ширину. Провязала петлю и протянула через предыдущую. Петельку провязываю и протягиваю вот так вот. Закроем все петли, сильно не затягивайте. Значит, петли закрываем. Далее по изнаночной стороне зачистим все хвостики. Крючком протягиваю хвостик под петельками, подтягиваю его вверх-вниз, вправо-влево. При необходимости можно вот эту вот ниточку разъединить и завязать узелок. Нить разъединила и опять протягиваю. И завязать. И хвостик опять спрячем. Все. Здесь хвостиков немного, поэтому вот такая вот изнанка. Теперь замерять. Сейчас ширина у меня в сантиметрах 8, чуть-чуть больше. Чуть больше 8 сантиметров. И высоту, сколько у нас здесь получилось? 10. Высота 10 у меня. Так, все, теперь вяжем второй. Второй, значит, можно связать точно так же. Будут просто медведи все смотреть в одну сторону. Но это не будет плохо выглядеть. Я попробовала. Но вот я два связала в зеркальном отражении. Поэтому, значит, как мы вяжем в зеркальном отражении? Вяжем наоборот. Смотрите. Вот в начале, если мы провязали здесь 14, вот с конца конец, это будет вот у нас начало. Вот у нас 14 было. И сколько здесь было? 9 петель, да? Значит, теперь мы вначале провязываем 14 белым. Наоборот, вот читаем схему с конца. И 9 основным цветом. Далее следующий ряд. Опять сколько у нас здесь? 14 было белым. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Провязала 14, 2, 4, 6, 8, 10, 14. Далее идем, это у меня какой получается третий ряд, сейчас я вяжу. Идем сзаду, с конца, то есть с конца в обратный ход. 3 петли. 3 петли основным цветом, 1 белым. 1, 2, 3, 4, 5. Провязываем. Поэтому можно связать сразу вот 2 мыска, один за вторым, глядя на первый, в зеркальном отражении вяжем второй. 3 провязали. Теперь что у нас здесь? 3 петли провязали. Следующая белая. Провязываем белым вот так вот. И будут тогда медведи смотреть друг на друга. После белой 1, 2, 3, 4, 5. Провязываем. Все, провязали. 1, 2, 3, 4, 5. Все, ряд закончили. Вот теперь у нас в обратном направлении. Закончили, возвращаемся опять в начало ряда и следующий ряд. Точно так же в следующем ряду у нас просто идет, что здесь 14 белых и остальные основным цветом провязываем. Потом начало ряда опять 1, 2, 3, 4, 5, 6 белым и будет нос. Значит, сейчас я вот этот вот третий ряд провяжу. Так, это я провязала 3 ряда, выбрала ряды, где есть узор, чтобы было более понятно. 3 ряда провязала, теперь вот следующий, 4-й ряд. Опять с конца считаю 14 белым. И следующие 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 синим. Провязываем. Вот конец, это вот начало у нас белым. Провязываем 14 белым и 9, значит, провязываем основным цветом. Читаем схему с конца. Провязала, пришла в начало ряда. Теперь
Раз, два, три, четыре, пятый ряд у меня, смотрите, опять. 1, 2, 3, 4, 5. Опять пятый ряд у нас идет белым цветом. Просчитали петли 14 петель. Далее одна синим, одна белым и остальные синим. Провязываю сейчас 14 петель, что было в конце, теперь я вяжу в начале. Первая на спице, считаем с кромочной. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Провязали 14 петель. Далее, что у нас здесь? Идем дальше. Одна основным цветом, одна белым. Провязываем. Одна основным цветом, одна белым цветом. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь. 7 петель. Обратно. Считаю обратно. А здесь мы идем в зеркальном отражении. Вяжем, идем вперед. Заканчиваем. Значит, осталось у нас 7 петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Провязываем. Вот так вот. И вот даже можно без схемы, просто на отвязанный мысок смотрим и вяжем только обратно с конца. На этом конец ряда, а здесь это будет начало ряда. Все. Значит, провяжем сейчас второй мыс. Я к вам вернусь и будем вязать далее. Дальше будем делать обвязку, подошву. Так вот. Вяжем. Закончили вязать мысок. Теперь далее переходим к обвязке мыса. Сейчас я обвяжу мыс. Вот такая вот у меня мережка будет. Обвязывать буду белым цветом. Нить в 2 сложения у меня. Та же самая пряжа у меня. Спицы номер 3. Значит, наберем сейчас петли по боковой стороне, по мысу и по второй боковой стороне. У меня было высоту 26 рядов. Я наберу 26 петель. Передняя часть я набирала 13. 13 здесь петель подниму. И точно так же на второй стороне. Так, подвязала белый цвет. Теперь я буду набирать с помощью крючка. По 2 дужки ввела крючок, захватила нить, вытащили, набрали. Набрали. Так, по одной наберем полностью по всему мысу петли. Захватила и на спицу перенесла. Или же, если вяжете не сильно туго, можно спицы набирать. Но крючок все равно понадобится, потому что вот здесь с уголков спицей не подлезешь. Ввела крючок под крайнюю цепочку, по 2 дужки, захватила нить, вытащили, набрали. Так, набираем петли. После того, как набрали петли, по изнаночной стороне все набранные петли провязываем лицевыми. Провязываем до конца лицевыми. И по лицевой стороне начнем вязать узор, который состоит всего лишь из 2 рядов. Так, довязала кромочную, провязала изнаночной, перешла на лицевую сторону. Так, я основной цвет не обрезала, он нам пригодится. Далее первую петлю снимаю, одну петлю провяжу лицевую, она в узор не входит, потому что сейчас узор будет начинаться с накида, чтобы здесь не было сразу дырки в начале ряда. Первую провязала лицевую. Далее узор. Делаю один накид, одну петлю снимаю, не провязывая, одну провязываю лицевой и снятую петлю набрасываю на провязанную. Все. Повтор. Один накид, одну петлю сняли, одну провязали лицевой и вот снятую петлю набрасываем, протягиваем, то есть провязанную петлю через снятую.
Итак, провяжем весь ряд. Опять у нас повтор. 1 накид, 1 петлю сняли, 1 провязали лицевой и протянули через снятую петлю. Накид, 1 сняли, 1 лицевая, снятую петлю набрасываем на провязанную. Вяжем так до конца ряда. Еще раз: накид, 1 сняла, 1 петлю провязала лицевой, снятую петлю набрасываем на провязанную. Все. Провяжем полностью все петли. Довязываю ряд до конца. Последние 3 петли у меня осталось. Накид, 1 сняла, 1 провязала, снятую петлю опять мы набрасываем. Все, и осталась кромочная, провязываю изнаночной. Все, провязали полностью. Теперь второй ряд. Все петли провязываем лицевыми. Первую снимаю. Далее идет у нас изнаночная, провязываем лицевой. Теперь у нас вот накид. Я вот с-под низу провязываю, чтобы образовалась дырочка вот такая вот, не перевернутая, а с-под низу. Опять лицевая, накид лицевой. Все петли вяжем лицевыми. Накид лицевой, изнаночная петля лицевой, и так до конца ряда. Довязываем ряд до конца. Довязываю ряд до конца. Все, белый цвет мне больше не нужен, его можно обрезать. Далее я перехожу на основной цвет. Сейчас сразу последнюю провяжу основным цветом. Теперь 2 ряда основным цветом, лицевыми петлями провяжем по лицевой стороне лицевыми и по изнаночной стороне лицевыми. Я перехожу на спицы номер 2,5, буду вязать. Значит, если размер 38, 39, 40 или широкая нога, продолжайте вязать спицами номер 3 тогда. Значит, почему? Вот еще вот такой вот у меня далее будет узор. Сейчас я перейду на подошву. Провяжу всего 2 ряда, подъем небольшой, потому что широкая будет подошва у меня. У меня здесь петель больше, чем обычно по подошве. Я буду вязать подошву 2 цветами. Вот 2 нити переплетаются. Так, теперь вяжем 2 ряда, провязываю лицевыми петлями. Первую снимаю, поехали, все лицевыми. По лицевой стороне и по изнаночной провяжем, а потом я начну вязать подошву. Так, здесь сильно не вытягивайте, плотненько провязывайте, потому что там была двойная нить, здесь одинарная нить. Так, провяжу, к вам вернусь. Провязала я 2 ряда лицевыми петлями. Теперь я перехожу к подошве. Смотрите, вот это у меня 38-39 размер. И здесь я провязала 4 ряда. Сейчас досмотрела. 4 ряда я здесь провязала, а потом вязала подошву. Но здесь у меня номер 3. Значит, теперь это маленький размер, поэтому здесь 1 ряд оставила. Далее боковые петли, 26 петель. Я сейчас провязала также лицевыми. Подошву начинаю вязать на средних 13 петлях. Вот они у меня. Провязываю сейчас эти 13 петель все лицевыми. И далее будем вязать подошву и расширять. Так. Провязываем 13 петель. Все полностью лицевыми. Довязала до конца. Теперь разворачиваюсь и по изнаночной стороне провязываю также все лицевыми. Первую снимаю, оставшиеся все петли провязываю лицевыми.
Вяжем плотно петли, не растягивайте, не вытягивайте. Вяжем до конца, провязываем опять 13 петель. У меня было на подошве 13, на мыске 13. Так, последняя провязала лицевой. Теперь нить закинули назад, перешли на лицевую сторону. Так, подготовили белый цвет сразу. Теперь первую снимаем. Вторую провязала. Третью провязала и четвертую провязала. Далее белый цвет подвязали. Одна петля белым. Все вяжу лицевыми петлями. Одна белым. 3 петли основным цветом провязываем. Опять одна петля белым. Узор будет через каждые 3 петли одна петля белым. 3 основным, одна белым. Одну белым провязала. Осталось у нас 4 петли. Провязываем основным цветом. И одну петлю добавляем с боковой стороны. Провязала лицевой, добавила одну петлю, подтянула. Нить у нас впереди, вот она осталась. Перешли на изнаночную сторону, провязываем все петли лицевыми и одну петлю будем добавлять с боковой спицы. И по мере расширения также будем добавлять узор через каждые 3 петли. Так, первую сняла, здесь немножко пальцем закрываю, провязываем все лицевыми, каждый цвет над своим цветом. Провязали основным цветом, теперь нить перебросили белым цветом. Далее опять вяжем основным. И так до конца ряда. Провязали 3 петли основным, 1 белым. Опять белый цвет, 1 петля. Провязываем ее белым и оставшиеся петли провязываем основным цветом. Один, 2, 3, 4 петли провязали и одну добавили с боковой спицы. Провязала лицевой, добавила здесь 5 и здесь 5. Нить вот перевели назад, перешли на лицевую сторону. Все то же самое продолжаем вязать. Следующий ряд провязываем лицевой и изнаночный основным цветом. Куда вот это вот засунуть эту леску? Первую снимаем, вяжем все петли до конца синим цветом основным, все лицевыми провязываем. Вот здесь ниточку перебросим вот так вот, довязываем ряд до конца. Пришли в конец ряда, провязали, последняя у нас лицевая, добавляем одну петлю с боковой спицы, провязывая ее лицевой, провязали, добавили, подтянули, перешли на изнаночную сторону. Здесь у нас все петли были провязаны синим цветом, полностью весь ряд провязываем опять лицевыми и одну петлю добавим с боковой спицы. Первую снимаю, все вяжем лицевыми, провязываем ряд до конца. Довязали ряд до конца, последняя петля, провязали, одну петлю добавили с боковой спицы. Так, переходим на лицевую сторону обратно. Так, что у нас далее? Теперь опять у нас повторяются белые вот эти вот точки. Рисунок, узор повторяется в шахматном порядке. Вот одна будет посередине белая.
Значит, теперь считаем, провязываем сейчас 4 петли. Одну сняли, вторая, третья, четвертая провязали. Одна белая. Расширяем, получается, узор. Провязываем теперь в шахматном порядке. Одну белую провязали. Опять 3 петли лицевых основным цветом. 1, 2, 3 провязали. Опять одна белая. Провязали. 3 петли основным цветом. Раз, два, три. Одна белая. Осталось 4 петли у нас в конце. Провязываем. И одну добавляем. 1, 2, 3, 4 провязали. Одну добавили, расширили. Подтянули. Перешли на изнаночную сторону. Провязываем всю по узору лицевыми петлями весь ряд до конца. Довязали ряд до конца. Опять добавили одну петлю с боковой спицы. Расширяем. Я расширю. Всего у меня будет 25 петель. Значит, далее повтор. Теперь между белыми вот этими точками, снежинками, 2 ряда лицевыми петлями основным цветом. Провязываем сейчас 2 ряда. Первую снимаю, провязываем все основным цветом и с боковых сторон добавляем по одной петле. Значит, провяжем лицевую сторону и изнаночную. Так, 21 петля у меня сейчас на спице. Опять продолжаю вязать узор и расширяю мыс. Первую снимаю, первая, вторая, третья, четвертая. Провязываю в шахматном порядке узор, добавляю петли. Так, одну белым. Далее через 3 петли провязываем 3 петли основным цветом, через 3 петли опять 1 петля белым. Так вяжем до конца ряда. И в конце добавляем с боковой спицы 1 петлю. Так, провязываем. Я расширю, сейчас будет 25 петель, потом буду соединять боковые петли по 2 вместе провязывать. Опять же, ориентируйтесь по ширине своей ноги, по плотности пряжи. Может быть, вам и 23 петель будет достаточно на подошву. Просто у меня подъема здесь вот нет, я сразу сделала широкую подошву. Ну, я примерила на этот размер как раз нормально. 36-37, еще раз повторю, проходит. Так, довязала до конца. В конце у меня 4 петли основным цветом и 1 петлю добавляю. Развернулась на изнаночную сторону. По изнаночной стороне мы вяжем по узору белый над белым, синий над синим. Провязываем изнанку. Закончила я расширять подошву, сделала последнюю прибавку с изнаночной стороны. Всего у меня 25 петель. Теперь далее продолжаю вязать и боковые петли по подошве соединяю с петлями с боковой спицы. Значит, так, что у нас здесь в конце? 4 опять петли лицевых, 3 лицевыми провязали и последнюю петлю соединяю с петлей с боковой спицы. 2 вместе провязываю лицевой. В этот раз немножко по-другому соединяю. 2 вместе провязала лицевой, весь ряд вязала лицевой и последний соединила лицевой. Нить перенесла наперед. Вяжем изнаночную сторону. Первую снимаю. Все петли провязываем лицевыми. Вяжем до конца ряда. Перебрасываем нити.
3 синих, 1 белым, 3 синих, 1 белым. Провязываем лицевыми петлями все. 1, 2, 3. Далее 1 белым. Опять 3 синим. Вяжем до конца. Довязали ряд до конца. Последняя петля осталась на спице. Соединяем ее с петелькой с боковой спицы. 2 вместе провязываем лицевой. Последняя петля и первая петля с боковой спицы. 2 вместе провязали лицевой. Подтянули, нить завели, развернулись. Ой, уже нити закрутились. Все, следующий ряд у нас идет лицевой и изнаночный основным цветом. Первую снимаю, провязываем все петли лицевыми. Еще раз быстренько пройдусь и пойду нитки раскручивать. Все, вяжем до конца, все лицевыми. Довязали ряд до конца. Все, теперь только соединяем. Последняя петля, лицевая эта сторона у нас, петля с боковой спицы, 2 вместе я соединяю лицевой петлей, провязала лицевой, подтянули, развернулись, опять провязываем все петли лицевыми и последние 2 петли, одна с подошвы, одна с боковой спицы, провязываем по изнаночной стороне, 2 вместе соединяем лицевой петлей. Значит, так будем вязать, соединим, пока не закончатся у нас вот эти вот все петли. Все, первую сняли. Значит, вяжем, заканчиваем подошву. Все, провязываем все лицевыми и боковые петли соединяем. Закончу подошву, к вам вернусь. Вот что у нас получилось, вот так вот. Закончили вязать подошву, соединили петли. Теперь далее переходим к боковым сторонам. Вот такой вот начало слитка. Значит, сейчас с каждой стороны, вот с боковой стороны, я наберу по 12 петель. Посередине у меня осталось 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Вот здесь вот наберу 12. Здесь у меня 25. И что у нас получается? 20, 12, 12, 24, 25, 49 петель будет. На размер 38-39 наберите 51. Значит, не по 12, а по 13 тогда здесь будет. Где вы остановились, на том ряду, и будем продолжать вязание. Далее буду вязать полотно до пятки, точно таким же вот узором все провяжу. Здесь вот на этой паре я, не довязывая до пятки 2 сантиметра, начала вязать уплотненной вязкой, но в этой модели я буду полностью все вязать и пятку полностью все вот с белыми такими точками, снежинками. Так, теперь нити протяну сюда вот к середине, начну набор. Вот с середины отсчитала 12 петель подушкам. Так, ниточку сюда протянули. И набираю. Наберу сбоку 12, средний по подошве провяжу, потом наберу на второй стороне. Здесь немножечко вот так посвободнее нить бросим. Мы ее сейчас будем подхватывать, когда будем петли набирать. Так, вот так вот придерживаем. Набираем одну, набрали. Далее вторая. Вот под низом провела крючок под низом, одну петлю вытащила, следующую подняла 2 дужки и сверху захватила. И вот эту вот протянутую нить получается, что мы ее подвязываем. 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8. Вот так вот будем набирать все петли. Так, что у нас здесь 9. Так, вот здесь вот 10, 11 и 12. Так, набрали. Теперь среднюю часть подошву я провязываю. Здесь у меня по узору идут все лицевые петли. Провязываю все лицевыми. И точно так же наберу на второй стороне. Так, провязала петли по подошве. Теперь перешла на вторую сторону и набираю на второй стороне. 1, 2, 3, 4, 12 петель набираю. Так, набираем здесь петли точно так же. Так, 6, 7, 8, 9, 10, 11 и 12. Вот она. Все. Набрали петли. Теперь разворачиваемся, провязываем все лицевыми. И далее, в следующий ряд мы будем продолжать вязать вот точно таким же узором. Вплоть до пятки. Потом перейдем к пятке, закроем пятку. Первую снимаю. Все провязываю лицевыми. Полностью все спицы. Вяжем лицевыми. Так, довязала я изнаночную сторону. Перешли на лицевую сторону. Теперь надо просчитать узор, с какой петли должен начаться. Так, вот здесь у меня закончилась белая. Одна белая, 3, 1, 3, 1. Значит, впереди 4 петли вместе с кромочной провязываю основным цветом. 1, 2, 3, 4 провязала. Далее продолжаю вязать по узору. Белый цвет я подтягиваю сюда, нитку перебрасываю, точно так же, как я делала в начале. Подтянула ее и продолжаю. 1 белая, далее 3 основным цветом, 3 петли, опять 1 белая, 3 петли основным цветом, 1 белая, 3 основным цветом. И так до конца. Голос пропал. 1, 2, 3. Все, далее вяжу в шахматном порядке. Вышли на финишную прямую, так сказать. 1 белая лицевая и 3 основным цветом. Следующие 2 ряда мы провязываем основным цветом лицевыми петлями. И опять повтор с белым цветом у нас идет. 3 петли провязала синим, 1 белым. Так, все. Довязываю ряд до конца. Провяжем сейчас так мы длину до пятки. Сейчас я вам скажу, сколько это будет по рядам в сантиметрах. Так,
Довязали, провязали все спицы. Это у нас вот первый ряд был узора. В конце у меня точно так же вот 4 петли основным цветом. Кромочную провязала, изнаночной, все. Далее продолжаем, вяжем до пятки без изменений. Развернулись на изнаночную сторону, где-то не сходилась. А ну, иди сюда. Все. Изнаночную сторону также вяжем лицевыми, как мы вязали подошву. Все точно так же провязываем. Меняем в шахматном порядке белые вот эти вот наши точки и вяжем. Все, нити перебрасываем. Вяжем. Провязала я длину до пятки. Сейчас перехожу к пятке. Значит, посчитаю вот по белым рядам. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 раз вот через ряд я белые ряды провязала. В сантиметрах длина у меня на мой 37 размер, будем говорить, 36-37 пройдут 21 сантиметр в спокойном состоянии. Пускаю пару сантиметров, где-то 10% на растяжку. Вот до 23 растянулась. Еще пяточка добавится сейчас немножко. Значит, на размер 38-39 замерю в сантиметрах сразу. Вот сколько? 22 с половиной у меня до пятки. 22 с половиной. Так, теперь пятку я буду вязать на средних 13 петлях. Теперь я сейчас боковые петли переброшу на спицу. Один, два. Вот так ниточку перебрасываю. Можно провязать, конечно, но я перебрасываю. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 18 петель. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Средние оставляю 13. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Все. И начинаю вязать вот на средних 13. Продолжаю вязать по узору. 3 спицы, теперь не развернусь. Так, следующий ряд, что у меня идет? Первая провязываю до последней петли по узору, и последнюю петлю буду соединять с петлей с боковой спицы. 2 вместе провязывать. Так, ниточку я вот здесь перебросила. Провязала, и далее точно так же провязываю 3 петли основным цветом, 1 белым. Продолжаю вязать узор, провязываю 13 петель, 13 петлю соединяю с петлей с боковой спицы. 2 вместе провязываем. 1, 2, 3. В конце ряда у меня 4 петли здесь получилось. Последняя петля. Соединяю петли точно так же, как я вязала подошву. 2 вместе провязала лицевой. Вот так вот, нить впереди, перед работой. Теперь перешла на изнаночную сторону, первую снимаю, провязываю оставшиеся петли до 13 петли, 13 соединяю, 12 и довязываю до конца. Последняя 13 петля, провязываю с петлей с боковой спицы, 2 вместе лицевой провязала, подтянула, перешла, вот они петли подошвы, пятки. Продолжаю. Следующий ряд по узору идет одним цветом. Нить за работой у меня. Первую снимаю, провязываю. Далее 1, 2, 3, 4, 5. Так, здесь ниточку перебрасываю. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 и 13 соединяю с петлей с боковой спицы. 2 вместе провязала, соединила. Развернулись, и опять все то же самое. Так провяжу, пока не закончатся все
петли на боковых спицах. Первую сняла, опять провязываю оставшиеся петли до последней 13 петли и последнюю 13 петлю соединяю с петлей с боковой спицы по изнаночной стороне, 2 вместе, также провязываю лицевой петлей. Так, сейчас вяжем пятку, заканчиваем. Так, последняя петелька, 2 вместе, провязала лицевой, сняла, подтянула, опять перешли на лицевую сторону, следующий ряд продолжаем вязать по узору. Так, 1, 3, 1, первые 2 петли здесь у меня просчитала, с какой петли должен начинаться. Первые 2 основным цветом, следующая у меня идет белая. Опять 3 петли основным цветом, вяжем в шахматном порядке. 3 петли провязала, 1 белая, опять 3 петли провязала, 1 белая. Нити перебрасываем в одном направлении, то ли из-под низу нить ведем, то ли сверху перебрасываем, чтобы не было вот абракадабра на изнанке. Так, предпоследняя лицевая и последнюю опять мы соединяем с петлей с боковой спицы, 2 вместе соединили. Вот так вот вырисовывается уже пятка. Все, перешли на изнанку, вяжем по узору, соединяем боковые петли, заканчиваем пяточку. Заканчиваю вязать я пятку, последний ряд, пришла в конец. Значит, что здесь в последнем ряду у меня? Здесь у меня осталось 2 петли, здесь 1 петля. И последние вот эти вот 3 петли я сейчас с левой стороны закрою вместе. Изнаночной петлей провязала. Следующий ряд закрываю петли. По 2 петли провязываю вместе. Нет, не по 2 петли. Одну сняла, одну провязала и набросила вот так вот. Провязала и набросила. Одну петлю провязала. Вот эту вот белую нить мы сейчас проведем в конец ряда. Одну петлю провязала, протянула через предыдущую, следующую опять провязала, протянули. Так, белую нить подняли, перебросили. Продолжаем закрывать. Так, белую подтянули. Ой. Так, закрываем так до конца ряда. Провязала и протянула через предыдущую петлю. Так, осталась вот последняя петля по пятке и 1 с боковой спицы и 1 на спице, да? Вот эти вот 2 петли провязываю вместе и вот так вот последнюю петлю закрыли. Все. Вот так вот у нас вышло. Что это тут за нитка? Так, белый цвет у нас в начале. Протянули ниточку. Все, закончили. Теперь делаем обвязку верха. Значит, на спицах номер 2,5, 4 спицы. 5 будем вязать белым цветом. Сейчас наберем петли. Вот надо было вот здесь вот, смотрите, что сделать. Сразу не подумала последнюю петлю, сразу закрыть белым цветом. Вот, протянуть белую сразу вот так вот. Теперь набираем петли, вводим крючок под 2 дужки, захватываем нить, вытащили, набрали. Ввела крючок, вытащила нить, набрала. Сейчас наберу петли, пересчитаю, сколько у меня выйдет. Наберем петли и первый ряд белым цветом все по кругу провяжем изнаночными. Крючок ввели и под 2 дужками под крайними набираем петельку. Так, набираем петли, провязываем
Набрали петли и первый ряд провязываем все изнаночными, как я уже говорила. У меня вышло 60 петель. Полностью все 4 спицы провязываем изнаночными петлями. Теперь следующий ряд я провяжу. Вот такая вот у меня будет пунктирная, так сказать, линия. Это обвитие петель. Одну петлю буду обвивать, одну провязывать белым цветом лицевой. Значит, а далее будет просто белым и внутренняя часть синим цветом. Теперь первую, начало ряда здесь у меня. Первую петлю провязываю лицевой. Поднимаю синий цвет. Наперед нить завела. Еще раз обвела петлю. Вот петлю обвили. Вот она петелька. И провязали. Провязала лицевой, подтянула. Вот эту вот петлю подтянули. И завела за работу. Следующую между обвитием петель одну петлю провязываю белым, опять же лицевой. Весь ряд вяжется белым цветом. Обвиваем синим. Далее следующую петлю опять я обвиваю. Здесь немножко, конечно, 4 спицы. Стараюсь так, чтобы вам было это видно. Вот обвела петлю, провязала ее, подтянула. На деле это все намного быстрее происходит, но здесь вот процесс. Нить забросила за работу. Следующую провязываем. И опять все то же самое повторяем. Нить вокруг петли набросили, провязали эту петлю, сняли со спицы, подтянула, завела за работу. Все. Так я провяжу все петли. Вот что получается. Опять одна лицевая, одну обвиваем, провязываем, и следующая опять одна лицевая. Так, продолжаем, вяжем. Продолжаю вязать, делать обвязку слитка. Значит, после того, как мы провязали первый ряд с обвитием петель, далее я провязала еще по кругу 6 рядов лицевыми петлями. С 7 ряда я перехожу на основной цвет и заканчивать буду основным цветом. Всего в высоту я провяжу 14 рядов, 14-15 рядов можно провязать высоту. Сейчас внутренняя часть, получается, у меня будет основным синим цветом, и я ее буду вязать на спицах на пол номера меньше. То есть спица у меня номер 2, внутренняя часть. Лучше тогда выкладывается для лучшей посадки на ногу. Вот это вот бейка обвязка. Так, белый цвет я обрезала. Здесь вот так вот, не затягивая, белую нитку подвяжем. И дальше продолжаем вязать все основным цветом. Заканчиваем, вяжем лицевыми петлями по кругу, все лицевыми петлями. Провяжем высоту, потом я к вам вернусь и все это дело примонтируем к слитку, подвяжем. Все вяжем. Больше здесь вроде бы рассказывать нечего. Закончила я делать обвязку, провязала высоту 14 лицевых рядов. В сантиметрах у меня сколько? 3,5 сантиметра. Теперь вот так вот получилось. Выворачиваю на изнаночную сторону. Уже половинку я примонтировала. И по изнаночной стороне я буду присоединять петли обвязки вот к белым петлям по мыску. Ой, по мыску, по слитку.
конце видео начала путать слова. Разровняли всю вот эту вот нашу обвязку. Разложили, чтобы вот так вот было ровненько, чтобы петли нигде не перетягивала. И с самого начала петля в петлю соединяем. Так, первая петля на спице. Снимаю петлю со спицы. Далее подхватываем вот белые наборный ряд поперечной петельки у нас проходят. Подхватываем одну петлю и подвязываем. Одну петлю подхватили, ниточку протянули, раз протянула и второй раз протянула. Сильно туго не затягиваем, вот чтобы так аккуратненько косичка была. Можно закрывать это иглой, получится тогда изнаночные петли, ну там заморочки, поэтому я делаю то, что попроще и побыстрее. Так, опять петлю сняла со спицы, подхватила вот одну петельку, подхватили белую и присоединила. Раз провязала и второй раз провязала. И так по одной соединим все петли, хвостик спрячем под обвязку, и на этом будет сегодня все. Еще раз подняла петельку, ниточку, раз протянула и второй раз протянула. Заканчиваем, обвязываем. А я на этом буду с вами сегодня прощаться. Всем спасибо за просмотр, всем легких петелек, здоровья и удачи. Пока-пока, до новых встреч.